Всем привет! Играя в Майнкрафт на анархии, вы задумывались о том, что будет, если вы попробуете загриферить каждую базу на сервере? Сколько ресурсов вы получите? Какой склад вам понадобится? Большой или огромный? Сегодня в этом ролике мы немного разберемся в этом вопросе и в том, сколько времени на это понадобится. Но перед тем, как начать, нужно рассказать вам пару новостей. На Xworld произошел вайп, было проведено большое обновление, убраны все дюпы из предыдущего ролика, изменена экономика и наконец-то сделана настоящая анархия. В общем, я все кратко изложил, кому интересно, IP в описании ролика. Начну с добычи необходимых ресурсов для динамита. Добываем порох на ферме криперов, знакомой нам из предыдущего видео. И заодно чиню сильно поломанные элитры. Чтобы ускорить починку, в чате попросил продать пузырьки опыта. И какой-то игрок, видимо по ошибке, указал неправильную цену и продал 5 стаков за бесценок. Пока я лазил на аукционе, присмотрел себе полстака спавнеров за 7 миллионов. Это отличная цена, и в этом видео они мне понадобятся. Смело их покупаем. Чиню элитры и отправляюсь на поиски пустыни. После 20 минут полета наконец нашел хорошее место, приступаю к добыче песка. Я решил остановить добычу на 2 шалкерах песка, если что, потом вернусь сюда. Дома я решил улучшить свою броню и сделал ее незеритовой. В такой броне не стыдно и на PvP арену сбегать. На арене было множество народа из-за моего последнего видео. Я увидел 2 алмазников, напавших на одного игрока, и решил вступиться за него. Началось PvP с 2 алмазниками, в результате одного я убил, а второй попытался убежать, выпив зелье левитации, после чего он взлетел вверх, прямо к крыше PvP арены, где он хотел переждать режим боя. Но у меня тоже было такое зелье, и я его выпил и взлетел за ним. Там я снес ему тотем, все эффекты у него снялись, и он упал прямиком к тому игроку, которого он убивал вместе со своим тиммейтом. А я даже не залутал никаких ресурсов, так как парил под потолком. Возвращаемся к цели видео. Моя задача зарейдить как можно больше баз, поэтому мне нужен огромный склад. Начинаю подготавливать под эту цель огромную территорию. Когда я ее закончил, сервер завис, а когда его включили и я зашел назад, то увидел, что произошел откат, и территорию нужно копать заново. Повторять ту же самую работу. Это произошло из-за подготовки сервера к вайпу, так что я не сильно огорчился и повторно начал готовить территорию для склада. Территория почти готова. Последние штрихи убираю с помощью ведра воды ненужную растительность. Для сундуков на склад необходимо огромное количество древесины, поэтому я решил вырубить весь этот березовый лес. Нарубив чуть более 5 стаков, я осознал, что трачу слишком много времени, бегая от дерева к дереву, и решил на элитрах полететь, поискать биомы с огромными деревьями, которые решат эту проблему. Спустя 15 минут я нашел подходящий вариант. Приступаем к добыче древесины. Спустя полчаса, когда шалкер был заполнен, я телепортировался домой, скрафтил сундуки и приступил к их установке. Еще через 20 минут, когда сундуки закончились, склад все еще закончен не был. Вновь отправляемся летать в поисках биома с огромными деревьями. Найдя новый подходящий биом, я уже был настолько сфокусирован на добыче древесины, что даже не удосужился взглянуть на мини-карту, чтобы увидеть игрока. И пока я добывал древесину, этот игрок решил на меня напасть. Честно говоря, я очень испугался. Потом, осознав, что это какой-то алмазник, я решил принять его бой. Когда я снес ему первый тотем, он начал пытаться забежать в какую-то базу, но я не дал ему этого сделать и убил его. И тут он появляется в этой самой базе. Когда он ушел, я решил подкараулить его. С помощью перлов попал внутрь базы, но он не возвращался. Я продолжил добывать древесину, и через 10 минут, когда я решил заканчивать, я вернулся к этой базе, но игрок так и не появился. Вернувшись на базу, достраиваю сундуки и возвращаюсь к постройке склада. Построив первую стену, я понял, что на этом пока закончу. Все равно я живу на огромных координатах, и тут меня найти не должны. Беру ранее добытый песок и порох, крафчу
динамит и рассаживаю тростник, чтобы позднее скрафтить новых фейерверков для поиска баз на элитрах. Теперь настало время продемонстрировать вам, каким образом я собрался взрывать базы. Давайте начнем вот с этой прекрасной базы по соседству со мной. Поднимаемся до того места, где приват заканчивается, и я могу устроиться. Строю небольшую платформу, разливаю лаву и устанавливаю спавнер. В спавнере я выбираю спавн скелетов, строю коридор, в котором может заспавниться наш костлявый друг, закрываем вход, чтобы внутри была темнота, а когда откапываем коридор, видим, что внутри уже есть скелет. Начинаю бегать туда-сюда между динамитом и лавой. Скелет простреливает меня сквозь лаву, промахивается и попадает горящей стрелой в динамит. Динамит зажигается и падает. Сервер принимает эту информацию как взрыв не от игрока, а от скелета, и в результате динамит взрывает сундуки моего соседа, из которых выпадает огромная масса ресурсов. Все равно я записываю прямо перед вайпом, так что ничего страшного. Кстати, на вайпе, который произошел недавно, эта ошибка уже была исправлена. Выпавшие ресурсы я собрал в шалкера и перенес их на свою базу. Выпала свободная минутка, и я проведал PvP-арену. Там я обнаружил аппетитного донатера в алмазной броне. Быстро его убиваю, и из него выпадает куча мусора. Похоже, он тут активно убивал новичков, так что я сделал благое дело. Убиваю игрока, который попробовал украсть неотсортированные ресурсы, и забираю себе все самое ценное. На РТП нашел неплохую базу, которую можно было загриферить с помощью скелета. Строю платформу, устанавливаю динамит, спавнер и разливаю лаву. Первый упавший динамит взрывает крышу этой базы. Когда наконец скелет поджег второй динамит, тот уже взорвал сундуки. Ничего особо ценного в этот раз не выпало, но тем не менее эти ресурсы попадут в мой огромный склад. Пока я путешествовал по миру в поисках новых баз, я встретил знакомое место. Это разрушенный арт Какаши Сенсея из предыдущего видео. На пути встретились прикольные пиксель-арты. Смотри, щенок, это Какаши Сенсей, копирующий ниндзя. Я? У кого поднялась рука на этот шедевр, я не представляю. Рядом я нашел и еще один разрушенный арт. Возможно, оба эти арта загриферили также с помощью скелета. Продолжая летать в краю мира в поисках секретных баз, я обнаружил последствия моего последнего видео с дюпами. Экономика сервера уже настолько сломана, что маяки и прочие дорогие ресурсы совсем не ценятся. Но моя жадность просто не позволила мне пролететь мимо, и я приземлился и забрал эти маяки себе. Но не найдя на краю мира баз, я устал и ушел спать. На следующий день, проснувшись, я зашел на PvP-арену и никого кроме новичков там не увидел. Чуть-чуть подождал, и на арену зашел алмазник. Быстро ломаю ему шлем и убиваю его. Затем я начинаю убивать игрока в топовой броне, но из-за последнего моего видео игроков на арене пополнилось, и драться неудобно. Когда я сломал этому игроку всю его броню, его добили и забрали все вещи другие игроки. Сражаться на PvP-арене в одиночку стало невыносимо. Из-за моего последнего видео экономика сломана, и почти у всех появились лучшие ресурсы, и я решил, что пока не произойдет вайп, возвращаться на PvP-арену бессмысленно. Бегая в поисках новой базы, я нашел посреди леса незаприваченные сундуки, полные надюпанных ресурсов. Это очередное доказательство сломанной экономики. Достал шалкера и забрал все эти ресурсы себе. Продолжая поиск баз для гриферства, я нашел очередного игрока в незеритовой броне. Попытался его убить, но он смог убежать. Вернувшись на его базу, я увидел, что он делал себе ферму еды и тростника. Скорее всего, он не такой уж и богатый. И я решил не мешать ему развиваться и не стал взрывать его базу. Вскоре я увидел на миникарте очередного игрока, который находился в шахте. И я спустился под землю, чтобы попробовать убить его. Подойдя поближе, я увидел, что он телепортировал к себе тиммейта, и они оба стали на shift. Никаких сомнений, они как-то меня увидели. Скорее всего, у первого игрока X-Ray. Так как их двое, я решил подождать, чтобы они сами на меня напали, и не стал надевать нагрудник, чтобы казаться слабее. И вот, когда уже казалось, что интересная драка с двумя противниками неизбежна, я был на нее целиком настроен, сервер завис. Когда я смог зайти назад, то увидел, что вновь произошел откат сервера примерно на 10 минут назад. И где искать этих двух игроков я уже не знал. Поэтому я посмотрел свои записи, запомнил ники этих игроков и отправил им запрос на телепортацию. Они телепортировали меня в простую ловушку, из которой я спокойно вышел с помощью эндерперла. Один игрок смог убежать от меня, а вот второго я успел убить. Поставил на их базе сетхом и ушел оттуда.
Несколько минут спустя я неожиданно вернулся назад и закончил начатое, убив и второго игрока. Первый убитый игрок в этот раз сам смог убежать и сохранить свои ресурсы. Спустя пару минут я решил поэкспериментировать и вернулся к ним под зельем невидимости. Они оба выложили все свои ресурсы и сидели на базе голышом, видимо опасаясь моего возвращения. Я решил подождать удобного момента и сидел на их базе, наблюдая за ними. Наконец зелье начало заканчиваться, и когда оставалось 9 секунд, я надел броню, чем крайне напугал бедного игрока. Тут в чате я увидел, что игрок с ником Viper продает координаты крутой базы за 2000 монет. Отправляю ему 2000 монет, а затем и запрос на телепортацию. Когда Viper принял запрос, я оказался на базе, размер которой, мягко говоря, впечатлял. С помощью Эндерперла я попал внутрь базы и увидел внушительных размеров склад. Приступаем к рейду. Эту базу я буду взрывать уже без скелета, так как сегодня перед вайпом были сняты все ограничения в приватах. Кстати, напоминаю, что после вайпа у нас появилась полноценная анархия, на которой я буду снимать следующее видео. Взрываю первый динамит, и тут на склад, не пойми откуда, начинает течь вода, и немного его подтапливает. Я решил узнать точные координаты сундуков и подготовился к сбросу динамита прямо на них. Первый динамит ничего не взорвал, и я начал думать, что база пустая. Но после взрыва следующего я понял, что все нормально. Количество ресурсов очень меня обрадовало. Ставлю на платформе шалкера и выкладываю туда ресурсы. За следующий заход лутаю кучу лопат, а после следующего взрыва выпадает огромное количество брони. Тут я обратил внимание, что нету ни одной брони бога. Скорее всего, эта база очень старая, и ее владелец играл на этом сервере при более нормальной экономике и был довольно богат. После следующего взрыва получаю огромную кучу мечей. На этом я решил остановиться, так как вода растеклась уже по всему складу, и взрывать будет очень сложно. Возвращаясь на свою базу, опустошаю шалкера, скидывая ресурсы в мой огромный склад. После чего решил ради интереса пойти глянуть, какие противники на PvP арене. Как вы видите по миникарте, там одни новички, ни у кого даже брони нету. Так что от походов на вар PvP я решил отказаться, так как хочу себе равных или интересных противников. После чего нашел новую базу, вычислил расположение сундуков и начал ее бомбить. Взрываю первый динамит, прыгаю вниз и понимаю, что похоже вся база пустая. Но взорвав последние сундуки, выбил несколько шалкеров с различными блоками и кучей древесины. Все это может мне пригодиться, если я захочу достроить склад. Вскоре посреди леса нашел голые сундуки, взорвал их и неожиданно получил кучу крутых ресурсов. Пока все идет офигенно. Нашел очередную базу, взрываю и получаю китстарт и один алмаз. Хоть и не шибко ценные, но эти ресурсы пойдут ко мне в склад, и я их позже раздам новичкам. Нашел новую огромную базу с невероятным количеством сундуков. Взорвал все и почти ничего не выбил. Видимо, не все игроки так уж неприлично богаты. Посреди леса вновь нашел одинокие сундуки. Взрываю их и вновь получаю легкую гору ресурсов. С этих легких сундуков я заполнил 6 шалкеров. Еще одна база, еще один взрыв и еще ресурсы. Вновь рейд небогатой базы, из которой неожиданно вываливается тонна ресурсов. Я уже устал и решил пойти спать. На следующий день я нашел очень интересный бункер. Но специально или нет, но при постройке огород с водой разместили прямо над сундуками, и пришлось отказаться от затеи. Удаляю точку дома на этом бункере, и тут я вижу пробегающего мимо новичка. Я решил немного поделиться с ним своими награбленными богатствами, догнал его и скинул ему пару шалкеров с кучей ресурсов, крайне полезных ему как новичку. Он меня поблагодарил, я убежал от него на поиски новых баз в закат. Недалеко от этого бункера нашел странную постройку из булыжника. Рядом была яма, я спрыгнул в нее и увидел бедрок. Видимо, тут был кто-то очень богатый. Решено, попробую пробомбиться пониже. Сбросил в эту яму динамит, он взорвался и просто сломал мой мозг. Я увидел внизу стаки бедрока. Немедленно я бросился вниз лутать эти ресурсы. Поставил шалкера и начал запихивать в них награбленное, параллельно раздумывая над ситуацией. Вначале я был уверен, что взрываю дом владельца сервера, потому что единственный способ добыть один блок бедрока на сервере — открытие супер дорогого кейса. Я взорвал следующий динамит, который сломал сундуки с шалкерами и прочими ресурсами. Я увидел в чате сообщение
сообщение о скором удалении дропа и бросился подбирать шалкера. Как выяснилось, в шалкерах лежали также топовые ресурсы. Следующие сундуки я уже не мог взорвать, так как на дне базы была вода. Я попытался засыпать ее песком и думал, что делать дальше, когда на базу телепортировался игрок. Это был не админ, а самый обычный рядовой игрок. Я спрыгнул вниз и убил его. Скорее всего, это был хозяин базы, и я решил поспешить и начал бомбить новую яму к другим сундукам. Взорвал их, из них выпали шалкера, забитые незеритовыми блоками. Я уже выбил ресурсов миллиардов на 10, буквально за 20 минут гриферства. Вот это я понимаю, экономика после дюпов. Шалкера с незеритом я разместил в стороне от базы и вернулся назад, чтобы забрать те шалкера, которые я поставил для того, чтобы собирать лут из сундуков. Выложив эти полные шалкера дома, я вернулся на эту базу. По миникарте я увидел внизу несколько ников и решил попробовать подраться с ними. Вернулся домой, собрал инвентарь получше и вернулся назад к ним. Там меня уже ждало 4 игроков. По миникарте я уже был не в состоянии посчитать, сколько там людей. И даже сейчас во время монтажа я не могу этого сделать. Если кто-то из вас может посчитать, скажите точное число в комментариях под роликом. В это время на меня посыпались удары со всех сторон. И тут до меня дошло, что я разворошил настоящий читерский муравейник. Решил загриферить мою базу с вещами, которые я дюпловый свалок. Сейчас ты пожалеешь, был это загриферить твой алавос. Послал мне вручную тебе. Я попытался убежать от всей этой толпы, но за мной ввязался один настырный читер. Отбежав подальше, я решил с ним подраться, но как только я сломал ему шлем, а затем снес тотем, он включил спидхак и начал убегать. И я понял, что либо мы с ним пойдем в зажимку, либо я просто не смогу его не добить, не убежать от него. Копаю небольшую яму, падаю туда, и он падает за мной. Долго и упорно мы сражались с ним в этой дыре. Сначала у меня сломался шлем, затем ботинки, а затем поножи. И наконец я смог его убить. Я забрал огромное количество тотемов, выпавших из него, и увидел по миникарте, что ко мне мчится один из его тиммейтов, который, видимо, не успел на помощь к своему товарищу. Я незамедлительно телепортировался оттуда. Я хотел было продолжить гриферить весь сервер, но из-за сломанной экономики и в особенности из-за последней базы, я перестал ценить ресурсы и больше не получал удовольствия. Загриферив еще одну базу, я чуть не умер со скуки и пошел спать. На следующий день я зашел на сервер и был просто ошарашен. Мою базу нашли и загриферили. Скорее всего, меня как-то отследили по предыдущему ролику. Все шалкера были загриферены, а мой огромный склад в той части, где я складывал ресурсы, был взорван. Вы, наверное, не поверите, но я не расстроился, так как все равно со дня на день должен был произойти вайп, а все ресурсы я планировал раздать игрокам. Все-таки я такой же обычный игрок, как и каждый из вас, и меня смогли загриферить. Это обычная ситуация. У меня в эндерчесте осталась куча шалкеров, написал в чате, обращаясь к новичкам, чтобы они телепортировались ко мне за ресурсами. Дал ресурсов первому, второму, третьему, четвертому, пятому, раздал все монеты, и вот я бомж. У меня совершенно нету ресурсов и на балансе 0 монет. На этом для меня эта история закончена, но скоро вайп, и я начну что-то новое и более интересное. Если вам понравился этот ролик, поддержите его, напишите комментарий от 4 слов и обязательно поставьте лайк. На этом я заканчиваю, и всем пока.